Сегодня готовим шарлотку, но не простую, а постную. Будем готовить без яиц, без молока. Но несмотря на то, что это постный рецепт, выпечка получается пышной, вкусной и ароматной. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить. Начинаем приготовление сухих ингредиентов. У меня 300 граммов обычной пшеничной муки. Отправляю ее в просеиватель. Добавляю 1 пакетик разрыхлителя и просеиваю муку вместе с разрыхлителем. Таким образом просеиваю 300 граммов муки. К муке добавляю 2 столовые ложки сахара и пакетик ванильного сахара. Для аромата добавляю чайную ложку корицы. Теперь с помощью венчика аккуратно смешиваю наши сухие ингредиенты. Готово! В миску для смешивания наливаю 100 мл растительного масла. У меня рафинированное подсолнечное. Масло вмешиваю в муку с помощью венчика. Добавляю 180 мл теплой воды. Когда добавила весь объем воды, аккуратно вымешиваю с помощью венчика. Тесто готово, убираю его в сторону, а мы с вами займемся яблоками. У меня 3 яблока. С помощью овощечистки освобождаю их от кожуры. Очищенные яблоки я нарезала на четвертинки и удаляю у них сердцевинку. Теперь наша задача измельчить яблоки. Сначала нарезаю на вот такие пластиночки, складываю их в стопку, разрезаю вот так. Затем нарезаю мелким кубиком. Чем мельче кубики, тем вкуснее пирог. Кубики яблок отправляем в миску к тесту. Добавляю 50 граммов сушеной брусники. Это по вкусу. Можете использовать изюм или просто оставить яблоки. Теперь с помощью ложки смешиваю яблоки и тесто. За то время, пока оно стояло, тесто стало более пышным. Это один из секретов постной выпечки. Аккуратно все перемешиваю. У меня антипригарная разъемная форма для запекания диаметром 24 сантиметра. Дно я застелила бумагой. Теперь нашу будущую шарлотку отправляем в форму для запекания. С помощью лопаточки аккуратно от центра к краю распределяю равномерно тесто. Пирог я распределила равномерно по поверхности всей формы. Убираю его в сторонку еще раз. И у нас осталось с вами еще одно яблоко. Яблоко также разрезаю пополам. Затем на четвертинки. Удаляю сердцевинку. Затем нарезаю яблоко очень-очень тоненькими, почти прозрачными ломтиками. Нарезанные ломтики яблок начинаю выкладывать в форму от центра. Таким образом закрываю всю поверхность нашего пирога. Все готово. Наш пирог укрыт слоем яблок. Отправляю постную шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку. Прошло 45 минут. Достаю румяный яблочный пирог из духовки. Готовый пирог присыпаю сахарной пудрой и оставляю на 10 минут для того, чтобы он остыл. 10 минут прошло. Открываем нашу форму. Аккуратно снимаем. И вот наш постный яблочный пирог. Тут у нас красивое румяное тесто, яблочки, которые мы отправили внутрь, ягоды, а сверху загорелые ломтики яблок. Давайте скорее отрежем кусочек нашего самого яблочного постного пирога. Делаем это аккуратно. Давайте посмотрим, какой пирог получился на разрезе. Он получается невероятно сочный, нежный, супер с яблочным насыщенным вкусом. Ну а теперь давайте отломим кусочек нашей постной шарлотки. Просто посмотрите, какая она получается сочная, просто медовая. Очень красивая, вкусная выпечка с яблоками и ягодами без молока, без яиц. Получается очень вкусный и отлично подходит для семейного чаепития в пост. Обязательно приготовьте. Приятного аппетита!
Теперь вы знаете, что выпечка в пост может быть красивой, вкусной, ну и просто невероятно ароматной. Обязательно попробуйте приготовить такой пирог, он отлично подходит для семейного чаепития. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, оцените нашу работу, поставьте лайк. Конечно, подписывайтесь на канал, впереди много вкусных и, конечно, в том числе и постных рецептов. С вами была Мария Мироневич, я желаю всем любви и добра.